Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для стрельцов. Давайте посмотрим, что ожидает стрельцов на следующей неделе, какие карты сегодня выпадут представителям вашего знака зодиака. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также можете оставить лайк или сообщение под этим видео, если вам понравился этот расклад и резонирует с тем, что происходит в вашей жизни непосредственно. Кто хочет, может поучаствовать в акции, которая проходит на моем YouTube-канале. В описании внизу есть условия этой акции. Кто хочет, может, соответственно, прочитать и поучаствовать. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у наших стрельцов. Неделя с 29 июня по 6 июля. Какие же карты сегодня выпадут стрельцам? Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Что мы видим? Мы видим первую карту туза пентаклей. Замечательная карта, туз пентаклей. Здесь ладошка, протягивающая монетку. Да, действительно, речь может идти о каких-то, во-первых, деньгах, которые вы получаете, возможно, о том чувстве безопасности и стабильности, которую вам дают деньги как таковые в целом. Если мы говорим о том, что вы здесь можете получать какие-то, может быть, финансы за проделанную работу, и у вас есть чувство вот такой вот, знаете, гордости за себя, может быть, похвала от окружающих, что вы смогли этого результата добиться, что вот у вас получилось, то есть какие-то ваши личные достижения, которыми восхищаются другие люди, и для вас это ценно. Плюс это действительно какие-то материальные вещи, которые для вас ценные. Но кроме того, туз пентаклей, туз — это начало, это единица, а пентакли — стабильности, то есть чувство стабильности или начинание какого-то стабильного, которое у вас здесь тоже может происходить, какое-то хорошее вложение денег, какие-то хорошие покупки, то есть что-то вот связанное с хорошим вложением в новое начало. Давайте посмотрим, что здесь еще может у вас быть к тузу пентаклей, какая карта дополнительная у вас будет. Дополнительная карта, карта отшельника. И вот здесь вот интересно, потому что отшельник, он показывает отстраненность и желание побыть в одиночестве, но вместе с тузом пентаклей при этом он говорит еще и о каком-то при этом росте, вот духовном росте и развитии, а также мудрости. Если мы говорим о мудрости, то здесь могут быть мудрые решения, касающиеся денег, мудрые, опять-таки, какие-то не знаю, мудрые решения, касающиеся покупок, касающиеся приобретения чего-то, какой-то духовный поиск глубокий и попытка разобраться в себе, опять-таки касаемо туз пентаклей, каких-то важных, незыблемых для вас, может быть, первоначал, первооснов, потому что все-таки туз пентаклей он о стабильности говорит. Следующая карта — пятерка жезлов, и она выпадает на вторник, и она говорит о какой-то, возможно, борьбе, конфликте, каких-то неприятностях, которые могут происходить, либо просто что-то не совсем идет по плану, не так, как вы бы хотели, и вам приходится какие-то решать здесь вопросы, то есть справляться с какими-то препятствиями. Ну и это, скорее всего, решаемые вообще вопросы, и девятка жезлов тут тому дополнением является, показывая, что вы проявляете настойчивость, упорство в том, чтобы преодолеть определенные препятствия, и со спокойствием их решаете. То есть вы готовы защищаться, защищать свои интересы, защищать свою семью, своих близких, защищать плоды своей работы, своих трудов. То есть в целом здесь также можно говорить о какой-то оборонительной позиции,
которую вы занимаете. В отношениях с окружающим, если мы говорим о каком-то конфликте, который возникает, также вы стараетесь отгородиться и занять защитную позицию. Карта принца мечей, воздушный знак, который у вас здесь появляется в среду, он может показывать у стрельцов либо общение с воздушным знаком, это весы, близнецы или водолеи, либо вот такую вашу здесь позицию, желание здесь доказывать кому-то что-то, желание здесь быть такими очень резкими в своих суждениях. Здесь же семерка жезлов снова показывает, что вы готовы по семерке жезлов защищаться от чего-то, возможно, оборонять себя от каких-то недоброжелателей, от кого-то, кто может оказывать вам какое-то противостояние, да, как будто бы кто-то чем-то недоволен, но вы стараетесь не подавать виду, что вас это задевает, то есть справляться с какой-то критикой, быть в целом достаточно стойкими перед теми напастями, которые здесь у вас происходят в этот день. Могут быть какие-то в целом как неприятности, с которыми вам приходится справляться, то есть приходится брать все в свои руки, начинать активно решать какие-то здесь неприятности, какие-то проблемы, да, но вы, скорее всего, опять-таки это делаете, и вам это удается, потому что тому доказательство семерка жезлов. Она показывает ваше превосходство над другими в данном случае, то есть вы здесь занимаете какую-то превосходную позицию. Карта звезда, карта надежды, планов, она у вас выпала на четверг, и она говорит о том, что здесь вас может что-то обнадежить, что-то может вдохновить. Возможно, здесь вы сможете приблизить себя к своей цели вместе с пажом мечей. Дает надежду, как какое-то знание или какая-то информация, которую вы получаете. Вы здесь можете узнать нечто вас интересующее также. Возможно, по пажу мечей, потому что это такой, вот знаете, как исследователь. То есть паж мечей — это паж, который любит что-то изучать, узнавать, расспрашивая у других людей или читая какую-то информацию. Вот здесь девушка изображена с книгой. Более того, у нее здесь такие как шарики в виде шариков ламп, которые озаряют и освещают путь. И она идет по тонкому мечу с одного берега на другой. То есть какое-то знание, которое позволяет ей как будто бы уходить от одной ситуации к другой, к лучшей, потому что вот она новой информацией какой-то обладает. И по карте звезда здесь, соответственно, можно говорить о каком-то духовном росте. Звезда, она о духовности, о образовании, также о том, что вы можете здесь чему-то учиться, правда, изучать какую-то информацию, становиться умнее, мудрее, вот что-то для себя такое вот познавать и прояснять. Дальше девятка мечей, карта бессонной ночи или каких-то переживаний, которые могут быть у вас в пятницу. Может быть, вы за что-то себя вините или, возможно, по девятке мечей сомневаетесь в том, что делаете здесь нечто правильно. То есть есть какие-то угрызения совести, либо на какое-то событие не дает вам спокойно спать, то есть что-то вас держит в таком вот в переживании, да, в каких-то тревогах, в каком-то волнении по девятке мечей. И здесь же дополнение будет двойка жезлов, которая говорит о том, что вы здесь сомневаетесь в том, как правильно поступить, потому что двойка, она о том, что вы рассматриваете два варианта. Есть один, который у вас есть сейчас, в котором вы находитесь, да, и есть второй дополнительный, который является дополнительной опцией. Вы можете его принять, можете его не принять, можете от него отказаться, да, или сделать вид, что вы его не замечаете. Но здесь вы как будто бы смотрите вдаль, думаете о будущем, о каком-то варианте, и, возможно, из-за этого переживаете. Может быть, тревожитесь из-за чего-то, что ждет вас впереди, или какое-то тревожное ожидание. Может быть, здесь может быть какое-то переживание перед поездкой, поэтому здесь на двойке жезлов изображена, собственно, да, такая ситуация с автобусом, с глобусом. Как смотрите вдаль в какую-то поездку, думаете о ней и из-за этого тревожитесь, сомневаетесь, стоит ли ехать, или переживаете из-за какого-то события, соответственно, да. Поэтому такие карты. Следующая карта короля Пентаклей, земного знака. Она у вас есть на субботу. Она об общении с земным знаком может говорить про дев, тельцов или козерогов. И вот вместе с королем Пентаклей также и вы можете здесь решать какие-то такие вот финансовые вопросы, касающиеся вашей стабильности. Вместе с картой мага вы здесь можете вести себя достаточно активно касательно зарабатывания денег. Не знаю, почему здесь это все в субботу выпадает, когда, казалось бы, выходной
выходной день. Про работу здесь может речь идти, а может не идти, потому что это общий расклад, да. Не все работают в субботу. Но вот по карте Маг, который очень активный и энергичный, вы вместе с королем Пентаклей и здесь можете достаточно быть активными в решении каких-то фундаментальных задач, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности или какого-то в вашей жизни постоянства по королю Пентаклей. И с картой Маг действительно вы очень хорошо видите ситуацию, понимаете происходящее и знаете, что вам нужно делать для того, чтобы чувствовать себя стабильным, в безопасности, и финансовую стабильность ощущать. И карта Мир, карта, которая у вас выпадает в конце недели, на воскресенье, показывает триумфальное завершение, успешное завершение каких-либо событий, которые будут происходить в этот день, либо в целом завершение этой недели. Вместе с 8 жезлов какие-то стремительные события, которые здесь могут происходить в виде сообщений из мира, звонков из мира, каких-то быстрых событий, которые происходят в мире и которые вас могут касаться здесь. Поэтому Мир, да, и 8 жезлов показывают здесь вот эту скорость происходящего. Также ощущение триумфа от того, что здесь есть какой-то прогресс, то есть ощущение ликования от того, что здесь есть хороший прогресс и развитие в каких-то вопросах. То есть вы здесь рады тому, что вы получаете какое-то сообщение или информацию о том, что ваши дела удаются или хорошо здесь развивается какое-то ваше дело, может быть, ваш бизнес. То есть вот здесь вот ощущение достижения, которое у вас есть. Также, может быть, заводите новых друзей и знакомых где-то на расстоянии, общаясь с кем-то на расстоянии. Оно тоже достаточно неплохая такая карта. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.